Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных континентов. Очень приятно. Спасибо большое за ваши комментарии, за вашу поддержку. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Так? Напоминаю, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики все универсальные, поэтому пробуйте взять из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Ну, а я в свою очередь расскажу вам о ниточках, с которыми буду работать сегодня я. Называются они Папатья Батик. Смотрите, в 100 граммах находится 360 метров. Это 100% акрил. Вот такое вот интересное секционное окрашивание. И нам советуют производители брать крючок 3,5-4 миллиметра. Смотрите, цвет сразу же, пока не забыла, вам скажу, 554, ну вот так вот, -17. Смотрите, записывайте, кому понравилось, если. Я возьму крючок номер 3, я вязала данную пряжу крючком номер 3, и сегодня я тоже свяжу данным крючком узорчик. Вы точно так же изучаете аннотацию к своей пряже, подбираете крючок согласно плотности вашего вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов, это получается 30 воздушных петелек, и еще 2 петельки дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого 32 воздушные петельки. Ну, а вы набирайте, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале мы делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы приступаем непосредственно сразу же к узорчику. Итак, воздушная петелька. Теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. 1, 2. Во вторую петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Оп, 2 петельки вместе. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Столбик без накида. И в следующую, и во все последующие весь ряд вы делаете столбики без накида. Ну, естественно, сами себя контролируйте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть, если я набрала 32 воздушные петельки, у меня должно получиться 32 столбика. Несложно, да? Все, и вот так вот шагаете до конца ряда. Я вас оставляю, потому что ряд несложный. Угу. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наш ряд столбиком без накида готов. Все ровненько, аккуратненько. Идем дальше. Для начала делаем 4 петельки подъема воздушные. 1, 2, 3, 4. Поворот. Теперь будьте внимательны. Смотрите, делаем 2 накида. Так. Опускаемся вниз, получается, к следующему столбику, к нашему. Вот столбик. Захватываем этот столбик сзади наперед, вот таким вот образом. Видите, столбик получается перед крючком. Вытягиваем ниточку и теперь провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. У нас получился рельефный лицевой столбик с 2 накидами. Угу. 2 накида. Смотрите внимательно. Теперь пропускаем. Идем по верхушкам наших столбиков. 1, 2, 3. В третий столбик нырнули. Вытянули ниточку и провязали 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас так вот наклонился столбик. Воздушная петелька, опять 2 накида и шагайте, вот так вот сзади будет удобнее, да? Один столбик пропустили и еще один столбик, оп, вытянули ниточку и опять провязываем 2 петельки, 2 петельки и 2 петельки. И у нас с вами, смотрите, сформировался вот такой вот крестик из столбиков с 2 накидами. Здорово? Здорово. Идем дальше. Опять 2 накида. Следующий наш столбик. Вот он, видите? Вот верхушка этого столбика. Провязываем вот так вот, захватываем ножку сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем опять рельефный лицевой столбик с 2 накидами.
Мгм. Опять раз накид, 2 накид. Точно так же следующий столбик захватили за ножку. Вот таким вот образом. Столбик перед крючком, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять рельефный лицевой столбик с двумя накидами. Получается, здесь 4 петельки подъема. Это имитация, да, нашего столбика с двумя накидами. Вот рельефный лицевой столбик с двумя накидами. Здесь крестик из столбиков обычных с двумя накидами. А здесь опять идут 2 рельефных столбика с двумя накидами. То есть все столбики с двумя накидами. Поняли, да? Дальше у нас идет крестик опять. Раз, два, 2 накида. Идем по верхушечкам. Раз, два, в третью верхушечку. Оп. И провязываем опять наклонный столбик. Вот такой вот интересный с двумя накидами. Воздушная петелька. Опять 2 накида. Раз, два. Вот видите, раз столбик пропускаем. И в следующий столбик возвращаемся назад. Оп. И провязываем еще один столбик с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Все. Еще один крестик получился. Здорово? Здорово. Опять 2 накида. Смотрим на наш следующий столбик. Вот верхушка столбика, да? Вот его основание, его ножка. И точно так же провязываем еще столбик рельефный лицевой с двумя накидами. Раз, два. И второй столбик. То есть у нас, получается, будет чередоваться 2 рельефных лицевых столбика с накидами, крестик. Видите? 2 рельефных, крестик, 2 рельефных, крестик, 2 рельефных, крестик, 2 рельефных, крестик и так далее. Далее давайте до конца ряда самостоятельно. Принцип поняли, да? Все, давайте. А в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши крестики, рельефные столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько, как мы заканчиваем ряд. У нас получается здесь будет один рельефный столбик, так, 2 накида. И вот в петельку подъема мы ныряем предыдущего ряда и провязываем, ну, просто обычный столбик с двумя накидами, то есть не рельефный. Угу, все, и наш ряд закончен. Далее воздушная петелька, поворот, в верхушку этого же столбика ныряем, провязываем столбик без накида. Есть. Следующий столбик в рельефный, столбик без накида. Дальше идет у нас крестик. В первый столбик, столбик без накида. В арочку, помните, да, воздушная петелька, столбик без накида. В следующий получается столбик из крестика, столбик без накида. Дальше идут 2 рельефных столбика. Точно так же беремся за верхушечку и провязываем столбики без накида. То есть ничего сложного. Весь ряд столбики без накида. Опять крестик идет из наших столбиков. В первый получается столбик, столбик без накида. В арочку столбик без накида. И во второй столбик, столбик без накида. Опять 2 рельефных столбика. И в них тоже столбики без накида. То есть ряд несложный. Все столбики без накида. Угу. Все, вот так вот провязывайте до конца ряда. Давайте. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот наши столбики без накида готовы. Ровненько, аккуратненько. Дальше, смотрите, 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. Теперь мы должны с вами будем провязать точно такой же рельефный столбик. Смотрите, какая особенность. 2 накида, и мы опускаемся не к столбикам, вот без накида, а прям опускаемся до самого рельефного столбика. И его захватываем, видите? Вот. Так. Вытягиваем ниточку. И немножечко подтянем, чтобы у нас был высокий наш столбик, да? И провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Угу. Рельефный столбик. Опять 2 накида. Раз, два. Теперь идем по столбикам без накида нашего предыдущего ряда, да? Раз, два, три. В третий столбик нырнули, вытянули ниточку и провязываем столбик с двумя накидами. Точно так же будет наклоненный, как и предыдущий крестик. Воздушная петелька. Опять раз, два накида и возвращаемся. Раз, два. И провязываем столбик с двумя накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И у нас формируется точно такой же крестик, вот, который был, получается, во втором ряду. Первый ряд, второй ряд, да? Третий, четвертый. Четвертый повторяет второй. Опять рельефные столбики будем провязывать. Смотрите, раз, два, 2 накида и опускаемся опять вот к нашим рельефным столбикам, то есть через ряд. Вытягиваем ниточку, чуть-чуть ее подтянем, чтобы наш столбик был не маленький.
провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, раз, два, к следующему рельефному столбику опять опускаемся и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Смотрите, вот опять наши крестик над крестиком, рельефный столбик над рельефным. Дальше все то же самое, опять 2 накида и провязываем крестик наш, состоящий из 2 столбиков с 2 накидами, между ними воздушная петелька. И обратно возвращаемся, пропускаем, получается, смотрим по нашим столбикам, раз, два, нырнули, вытянули ниточку и провязываем еще один столбик, формируем крестик. Все, вот наши опять 2 столбика крестиком готовы. Следующие рельефные. Все, ничего сложного, да? Вот, опускаетесь к рельефным столбикам и провязываете тоже рельефные столбики именно с 2 накидами. Все, вот это особенность, которая отличает, скажем, ряд наш предыдущий с крестиками. А так все то же самое. Как вам? Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот очередные наши крестики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Рельефные столбики тоже. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и предыдущий. Вначале у нас идет рельефный столбик, затем делаем 2 накида. И вот столбик без накида предыдущего ряда, мы в него ныряем и провязываем обычный столбик с 2 накидами. Все. Воздушная петелька, поворот. И точно так же в каждый столбик ныряем, в каждую арочку, помним, да, там где крестик, и провязываем столбики без накида. То есть вот в наш крестик столбик без накида, в арочку столбик без накида и во второй столбик от крестика столбик без накида. Есть опять 2 рельефных столбика, и мы сюда же точно так же 2 столбика без накида. Несложно, да? Все. Давайте до конца ряда столбики без накида, и в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот опять наши столбики без накида готовы, все ровненько, аккуратненько. И мы с вами опять делаем 4 петельки подъема. Раз, два, три, 4. Поворот. И точь-в-точь повторяем, получается, наш 4-й ряд. Вот, 4-й ряд. Так, получается, здесь мы сделали крестик во втором ряду, а в 4-м ряду мы, видите, опускаемся столбиками до наших столбиков рельефных. И здесь будем точно так же. 2 накида. Опять опускаемся вот к рельефному столбику. Поняли, да? И провязываем точно так же рельефные столбики над рельефными столбиками. Ничего сложного. Там, где у нас крестики, да, 2 накида. И точно так же над крестиками мы провязываем крестики. То есть тут те же самые столбики с 2 накидами, воздушная петелька, 2 накида, опять раз, два, вернулись и провязали еще один столбик с 2 накидами. Все, то есть один ряд вы идете, провязываете крестики, да, с рельефными столбиками. Второй ряд вы возвращаетесь обычными столбиками без накида. Все, это и есть весь узор. И мы провязали с вами, получается, вертикальный раппорт узорчика. Поняли, да? Все. И вот так вот повторяете 2 ряда. Крестики, столбики без накида. Крестики, столбики без накида. Для тех, кто умеет работать со схемками, я сюда прилагаю схемку. Схемка не очень хорошего качества, но какая есть. А для тех, кто не умеет работать по схемкам, мы уже с вами все провязали. Вы можете посмотреть, как на схемке показываются рельефные столбики, обозначаются, как столбики без накида. Вы увидите, как крестиком обозначаются, получается, наши столбики с 2 накидами. Сами себя контролируйте. Давайте увеличим образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень интересно, объемно, необычно. Ну, естественно, я же хочу проследить, как будет меняться цвет ниточки. Вот. Все, встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Объемный вот такой интересный рельефный узорчик. Как бы обычно необычный, в копилочку ваших узорчиков. Ниточки, получается, секционные видно, да, как меняются. Зелененькие, желтенькие, беленькие, опять желтенькие, зелененькие, голубенькие. Супер. Лицевая сторона и изнаночка. Кому какая больше понравится, такая лицевая у вас и будет, правильно же? То есть вы большой дизайнер, вы как себе решите, такая у вас будет сторона лицевой.
Если это летние ниточки, это топики, маечки. Демисезонные ниточки, получается, что это будут шарфики, это могут быть интересные такие жилеточки, почему бы и нет. Пряжа может быть любая, не обязательно секционная, она может быть у вас одноцветная, любого состава пряжа пробуйте, из любой вяжите. Но, естественно, что это если будет зимняя ниточка, то это обязательно будут снудики, да, шарфики, почему бы нет. Пробуйте, вяжите, экспериментируйте, комбинируйте, да. Вот так вот в моем случае. Ну, не тянется, так скажем, вот так вот, ну, чуть-чуть тянется. Ну, это из моих ниточек. Пробуйте, вяжите из своих ниточек. Из разных ниточек один и тот же узорчик выглядит по-разному. Давайте замерим. Ну, допустим, вот моя плотность вязания, да, мой крючок, моя пряжа. Набирала я 32 воздушные петельки. Это у нас получается, ну, вот 18 сантиметров, так. И тут давайте по крестикам, да, крестик это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Давайте замеряем. Ну, 11 с хвостиком сантиметров. То есть не сильно как бы высокий узорчик, да, но вяжется очень просто, очень легко и эффектно. Согласитесь, да? Как вам? Кто вязал данным узорчиком, рассказывайте, что вязали. Узорчик не новый. Кто еще не вязал, подбрасывайте в комментариях идейки, что можно связать. Угу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний темненький, чтобы вам приходили уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Пока-пока.